Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня на коррекции моя любимая Анютка и ноготки, которым исполнилось 2 месяца. У нас не было времени сделать ей коррекцию, поэтому только сейчас дошли руки. И сегодня у меня на обзоре огромнейшая посылка от компании Космопрофи. Поэтому сегодня мы будем максимально тестировать то, что я получила на Аниных руках. Поскольку Аня это моя любимая девочка, на ней можно творить вообще все, что угодно. Мы ей снимаем предыдущие ноготочки, готовим ногти к выкладке материала, убираем длину, подготавливаем натуральный ноготочек, как обычно, и дальше будем вытворять. Ну и напоминаю, что ссылочки на эти материалы, где их можно приобрести, какие материалы были здесь использованы, конечно же, расположены в описании к этому ролику. Не забудьте туда заглядывать, потому что кроме этого там бывает еще интересная информация. Все материалы, которыми мы сегодня будем с вами работать, принадлежат торговой марке Космопрофи. Я получила огромнейшую посылочку, в которой в данном случае, видите, я использую кислотный праймер, в нем также бескислотный праймер и кучу всяких разных штучек. Первым делом, как обычно, подготавливаем ноготочки, нанесли праймер и наносим базовый гель. Дальше мы с вами будем работать акрилатиками. При этом акрилатиков я получила целую коллекцию, поэтому нам нужно их между собой сравнить. Для меня очень важно выбрать цвет и понять, какой цвет как ложится на руки клиента. На типсах, к сожалению, никогда не понятно, как же этот цвет будет выглядеть в моделировании. Поэтому мы специально с Анюткой сделали так, что у нас 5 разных пальчиков, 5 разных цветов, и каждый цвет мы очень внимательно рассмотрим. Итак, первый цвет акрилатика вот такой вот полупрозрачный розовый. В баночке он смотрится прям совершенно красным. Я бы не сказала, что этот цвет подойдет для моделирования френча или для того, чтобы перекрыть ногтевую пластину. Все-таки на руках он смотрится не совсем благородно, скажем так. Но тем не менее, если нам необходимо сделать ноготочки под лак, то какая разница, чем их делать? А в данном случае, используя цветной материал, мы видим толщину нашего материала для того, чтобы, не дай бог, нигде в боках не перепилиться. Поэтому лучше всегда использовать более-менее какой-либо цветной материал, чем просто прозрачный. Во всяком случае, из моей практики я решила для себя так, что всегда на цвете вы можете сориентироваться, сколько материала у вас лежит, сколько вы спилили, а на прозрачном материале этого вообще никак не видно. Ну и в данном случае, поскольку материал полупрозрачный, мы можем в одну капельку всю толщину для себя смоделировать, он у нас просохнет, никаких проблем с этим не возникнет, поджимается замечательно. Все великолепно, мне безумно понравилось, очень мягенький, очень податливый. Следующая баночка — это у нас цвет тан. Вот по моему мнению, и Аня со мной полностью согласилась в том, что вот этот цвет идеален для френча. Он безумно красиво смотрится, он достаточно плотный для того, чтобы смоделировать при помощи него линию улыбочки. Он довольно красиво смотрится и в растяжку у кутикулы, и в толщину материала смотрится очень-очень натуральненько. Поэтому, если бы мы голосовали с нею вдвоем за материал для френча, то однозначно на первом месте в победителях был бы именно этот оттенок.
Вот на этом материале у нас с Саней возникла парочка вопросов. Материал называется Acrylatic Light. Всегда для нас лайтом считался цвет, который светленький, который очень-очень такой вот белесый какой-то такой вот в светлую сторону, может быть в желтый оттенок. Но ни в коем случае не такой цвет. Я не знаю, компания Cosmoprofi, почему вы его назвали Light, если это классический кавер. То есть не знаю, почему так названо. Баночки с крышечек я вроде бы не перепутывала. Крышечки с баночками и тому подобное. Вроде бы все открывала, закрывала как положено. Но почему-то вот этот вот материал у меня называется Light. Может быть, где-то какая-то проблема. Может быть, что-то я недопонимаю. Но для меня этот цвет никак не Light. Тем не менее, если рассматривать его отдельно от названия, он очень красивый, опять же, довольно-таки плотный для того, чтобы смоделировать из него линию улыбочки. Единственное, немножечко уходит в красную сторону, поэтому на руках клиента смотрится краснее, чем есть на самом деле. Но есть руки клиента, на которых он будет смотреться натурально и замечательно. Следующий оттенок называется у нас Cover. Вот цвет как раз таки тот, который я считаю кавером. Но при этом, к сожалению, этот оттенок у нас прозрачный, поэтому опять же в моделировании под лак он подойдет замечательно. Если нам нужно будет на коррекции где-то достроить отросший камуфляжик, тоже будет идеально, потому что он даст именно ту полупрозрачную плотность, которая необходима для того, чтобы плотный камуфляж свести в коррекцию, да, к кутикуле сделать полупрозрачный. Но под улыбочку, к сожалению, на френчик он не подойдет, потому что будет у вас просвечиваться. Поэтому, девочки, каждый материал хорош, качество материала замечательное, он очень мягенький, замечательно моделируется кисточкой. Но вы должны понимать, что каждый гель, он для своей работы. Вот этот гель не подойдет для выкладки френча. Ну и последний цвет на сегодня — это у нас Cosmoprofi Acrylatic Pink. Смотрите, этот акрилатик тоже очень плотный, очень красиво ложится, перекрывает совершенно весь цвет ногтевой пластины, перекрывает совершенно все. Под кутикулу сводится в аккуратный полупрозрачный переход. Замечательно подойдет для моделирования френча. Он скроет все недостаточки и сделает идеальное удлинение, но оттенок этого камуфляжа на любителя. Хотя очень многие клиенты вот этот цвет обожают. Такой себе получается очень светлый камуфляж с белым кончиком. Им очень-очень нравится. Очень многие клиентки долго за мной гонялись: сделай мне молочный камуфляж, у меня его не было. Теперь есть, и я его буду использовать. Потому что действительно ряд клиентов будут вас на руках носить за такой оттенок. А теперь быстренько опиливаем наши ноготочки. Поскольку выкладка была сделана довольно-таки четко, на опил у нас уйдет очень-очень мало времени. Поэтому коррекцию можно сократить за счет сокращения времени опила, особенно для тех, у кого с опилом проблемы. У меня же в данном случае с опилом проблем никаких нет, и даже если можно было просто немножечко поправить пилочкой свободный край и на этом остановиться, я все равно опиливаю полностью ноготочек. Ну вот так вот я привыкла. Для меня ноготь после опила собирается в ноготь. До этого, к сожалению, я не считаю, что я сделала всю работу. Поэтому опиливаю полностью ноготочек, собираю форму, поправляю арочкой фрезером изнутри для того, чтобы сделать красивый изгиб. И на этом мои ноготочки готовы к дальнейшей работе. Напоминаю, что ссылочки на все используемые материалы расположены в описании к ролику, поэтому обязательно обратите туда свое внимание. Если вам что-то понравилось, переходите и заказывайте.
Итак, вот такие вот ноготочки у нас получились. Что я могу сказать по поводу этого материала? Материал очень послушный, очень мягкий, очень легко выкладывается кисточкой, совершенно послушно себя ведет, и количество оттенков может удовлетворить любого мастера. Я вам показала все оттенки для того, чтобы вы смогли выбрать тот, который вам понравится больше всего. Мы же с Аней дальше будем делать покрытие и дизайн, который я вам покажу в следующем ролике, опять же на материалах этой же торговой марки, поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новый ролик. Я на сегодня с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока!